Индустрия корейских дорам и фильмов полна ярких лиц и блистающих звезд. Но за кадром, вдали от софитов, многие из них ведут тяжелую и личную борьбу с болезнью. Сегодня мы покажем тебе топ-10 корейских актеров, которым пришлось столкнуться с неизлечимыми или крайне тяжелыми диагнозами. Мы начинаем с 10-го места и поднимаемся до 1-го, чтобы раскрыть, сколько боли скрывается за их экранными улыбками. Оставайся с нами, впереди истории, которые не оставят тебя равнодушным. 10-е место. Чхве Джин Ри, известная как Солли. Чхве Джин Ри, более известная под сценическим именем Солли, родилась 29 марта 1994 года в городе Инсан, Южная Корея. Она начала свою карьеру как актриса в детском возрасте, а позже стала популярной айдолом в составе группы FX. Солли славилась своей уникальностью, свободным духом и готовностью идти против стереотипов. Ее актерская карьера включала роли в фильмах и дорамах, где она раскрывала глубокие и непростые женские образы. Солли страдала от тяжелой депрессии, связанной с постоянной травлей в сети, непониманием со стороны общества и внутренними переживаниями. Ее психическое состояние ухудшалось годами, и, к сожалению, в октябре 2019 года ее жизнь трагически оборвалась. Хотя депрессия не считается физически неизлечимой болезнью, в ее случае она стала фатальной и разрушительной. Ее история – яркий пример того, как невидимая боль может быть сильнее самой жизни. В мире, полном огней и аплодисментов, она чувствовала лишь одиночество. В толпе фанатов она искала одного того, кто поймет ее молчание. Она не кричала о помощи, потому что привыкла быть сильной. Но даже самые яркие звезды гаснут, когда их душа покрыта тьмой. Солли ушла слишком рано, оставив после себя не только музыку и фильмы, но и немой крик о заботе, которая нужна каждому. Пусть ее душа обретет покой. И пусть каждый, кто борется в тишине, найдет свет и поддержку. 9-е место. Ким Джон Хён. Ким Джон Хён родился 15 апреля 1990 года в городе Пусан. Он стал известен благодаря своим ролям в таких дорамах, как «Школа 2017», «Время» и «Госпожа». Его актерская игра всегда отличалась глубиной, эмоциональностью и способностью передавать внутреннюю боль персонажа. За этим сильным экранным образом скрывался человек, который в реальной жизни вел тяжелую борьбу не с камерой, а с собой. Ким Джон Хён столкнулся с тяжелой депрессией и расстройством пищевого поведения, а также симптомами панических атак и диссоциативного расстройства личности. В 2018 году во время съемок дорамы «Время» его состояние резко ухудшилось. Он внезапно покинул проект, что вызвало волну критики, но позднее актер признался, что находился на грани срыва и боролся с психологической болью, которую долго скрывал. Это хроническое и крайне тяжелое состояние, которое требует постоянной поддержки и терапии. Он улыбался на экране, но каждый съемочный день давался ему как маленькая внутренняя смерть. Он скрывал глаза за тенью, потому что не хотел, чтобы кто-то заметил его сломленную душу. Когда сцена заканчивалась, он оставался наедине с тишиной, которая кричала внутри. Мир видел красивого актера, но он сам себя считал лишь тенью. И все же он выжил. Он встал. Он продолжил играть уже не ради славы, а чтобы победить себя. Пусть его внутренний свет никогда не гаснет. И пусть каждый, кто сражается в тишине, найдет в себе силы дышать дальше. 8-е место. Кан Дон Вон. Кан Дон Вон родился 18 января 1981 года в Пусане. Он прославился как талантливый актер, покоривший сердце зрителей фильмами «Призрачный агент», «Голос из сердца» и «Поезд в Пусан 2. Полуостров». Благодаря своему интеллекту, внешности и умению перевоплощаться, он стал одной из самых утонченных фигур корейского кино. Но за этим идеальным образом скрывался человек, чья жизнь осложнена не просто усталостью, а постоянной борьбой с телом.
Кан Дон Вон страдает от хронического синдрома усталости и сердечно-сосудистых нарушений, с которыми он столкнулся еще в ранние годы карьеры. По словам самого актера, бывают дни, когда он физически не может встать с кровати. Его состояние не имеет полного излечения, только поддерживающая терапия и контроль. Это не болезнь, о которой кричат, но она медленно выжигает изнутри. Он шел по красной дорожке, когда ноги дрожали от бессилия. Он смеялся на премьере, хотя сердце стучало медленно и с болью. Он не жаловался, только продолжал работать, чтобы не упасть. Он не ждал жалости, но заслуживал уважения за то, что не сдался. С каждым новым фильмом он будто побеждал не камеру, а самого себя. Пусть его тело обретет силу, а душа покой. И пусть каждый, кто борется в тишине, найдет свет внутри себя. 7 место. Син Сон Рок. Син Сон Рок родился 23 ноября 1972 года в Сеуле. Он начал свою карьеру в театре, а позже стал любимцем зрителей благодаря ролям в дорамах «Моя любовь с другой звезды», «Возвращение» и «Кайрос». Его харизма, мощная подача и глубокий голос сделали его незаменимым актером для ролей с сильным драматическим напряжением. Но даже сцена не всегда может скрыть физическую боль. Син Сон Рок много лет страдает от серьезного хронического заболевания желудочно-кишечного тракта. По информации корейских СМИ, он проходил экстренную операцию на кишечнике после внезапного ухудшения состояния. Это состояние, как и многие аутоиммунные заболевания желудка, имеет волнообразный характер и не поддается полному излечению. Даже после операции он продолжает бороться, принимая особую диету и лечение, чтобы не дать болезни лишить его любимого дела. Он стоял на сцене, когда внутри все жгло, как огонь. Он не позволял боли испортить репетицию, даже когда тело просило отдыха. Он шептал в монологах свои настоящие страдания, скрытые за ролью. Каждый спектакль был как подвиг не ради аплодисментов, а ради жизни. Он пример того, как сила воли может заглушить боль, пусть и на короткое время. Пусть его путь будет легким, а страдания как можно короче. И пусть сцена всегда отвечает ему любовью за каждую каплю усилий. 6 место. Пак Хэ Джин. Пак Хэ Джин родился 1 мая 1983 года в Пусане. Он получил признание благодаря дорамам «Сыр в мышеловке», «Злодей и псих», «Восточный ветер» и «Чужая любовь». Его обаяние, глубокая актерская игра и умение передавать сложные внутренние состояния сделали его одним из самых узнаваемых актеров своего поколения. Но мало кто знал, какую борьбу он ведет вне камеры. Пак Хэ Джин страдает от тревожного расстройства, сопровождаемого эпизодами панических атак. Это состояние накрывает внезапно, вызывает сильную боль в груди, проблемы с дыханием и ощущение, будто все рушится. Он сам признавался, что даже обычные мероприятия вызывали у него страх и внутреннюю дрожь. Это хроническое психическое расстройство, которое требует постоянного наблюдения, терапии и работы над собой. Оно не имеет полного излечения, но актер старается держать себя в руках. Он стоял перед сотнями людей и чувствовал, как внутри все сжимается. Он улыбался, когда сердце кричало от страха, а ладони были в холодном поту. Он не избегал сцены, он сражался на ней. Каждый выход к публике был для него как шаг над бездной. Но он делал его снова и снова. Потому что знал, страх не должен побеждать мечту. Пусть его душа найдет покой в тишине, а сердце силу в любви. И пусть каждый, кто живет в тревоге, однажды обретет внутреннюю свободу. 5 место. Ка Су Йон. Ка Су Йон родилась 3 октября 1972 года в Сеуле. Ее часто называют одной из икон корейского кино 90-х. Благодаря ролям в фильмах «Миссия любви», «Зимняя история» и «Глубокий поцелуй» она завоевала уважение зрителей и критиков.
Ее внешность, интеллигентность и талант сделали ее символом утонченной корейской актрисы. Но за кулисами ее жизни скрыта постоянная борьба с телом. По неподтвержденной, но широко обсуждаемой информации, Ка Су Йон страдает от системной красной волчанки аутоиммунного заболевания, при котором организм атакует сам себя. Болезнь поражает суставы, кожу, почки и даже сердце. Волчанка не лечится полностью, только контролируется с помощью иммуноподавляющих препаратов. Актриса долгое время избегала появления на публике, что лишь усилило слухи. И хотя она не комментировала диагноз, ее редкие выходы сопровождались осторожностью и сдержанностью. Ее молчание громче слов. Ее редкая улыбка скрывает не только годы, но и боль, которую она пронесла через них. Каждый ее выход как вызов судьбе. Она живет, зная, что ее тело может предать в любой момент. Но ее дух остается непокоренным. И в этом ее настоящее величие. Пусть ее сердце не устанет от борьбы, а тело найдет в себе силы жить дальше. И пусть те, кто страдают молча, всегда будут окружены пониманием. 4 место Кан Сара. Кан Сара родилась 18 февраля 1990 года в Сеуле. Она прославилась благодаря дорамам «Доктор Странный», «Мисси Хаммураби» и «Моя жена мне не жена». Ее красота, утонченность и эмоциональная актерская игра сделали ее любимицей публики. Кан Сара всегда выглядела уверенной, сильной и светлой, но за этим светом скрывалась тень постоянной физической боли. Согласно слухам, которые распространились в индустрии, Кан Сара страдает от заболевания позвоночника, предположительно связанного с искривлением или дегенеративными изменениями межпозвоночных дисков. Хотя актриса никогда не подтверждала диагноз официально, фанаты и СМИ отмечали ее длительные перерывы в карьере, отмену мероприятий и осторожное поведение на съемках. Такие болезни вызывают постоянные боли, ограничение подвижности и требуют регулярной терапии, но полного выздоровления не существует. Она молча терпела, когда спина сводила судорогой. Она продолжала сниматься, даже если каждое движение отдавалось в позвоночник. Она не говорила, потому что не хотела жалости. Но ее глаза все говорили сами: усталость, борьба и решимость. Она не сдавалась, потому что верила, сцена стоит каждой боли. Пусть ее тело найдет легкость, а каждый шаг будет без боли. И пусть сила духа продолжает вести ее сквозь любые испытания. 3 место Чон Ил-у. Чон Ил-у родился 9 сентября 1987 года в Сеуле. Он покорил зрителей своими ролями в таких дорамах, как «Лунный свет», «Обнимающий тучи», «Повелитель солнца» и «Босс и я». Его харизма, выразительные глаза и способность глубоко проживать каждый образ сделали его одной из самых ярких звезд корейского телевидения. Но мало кто знал, что его настоящая битва шла не перед камерой, а внутри черепа. В 2013 году после серьезной автомобильной аварии Чон Ил-у прошел медицинское обследование, во время которого врачи случайно обнаружили у него аневризму головного мозга, опасное и неизлечимое состояние, при котором стенка сосуда в мозгу становится тонкой и может в любой момент разорваться. Это как жить с замедленной бомбой внутри себя. Несмотря на угрозу, он продолжил актерскую карьеру, справляясь с головными болями и постоянным риском. Каждое утро для него шанс проснуться, зная, что все еще здесь. Каждая сцена как шаг по канату, натянутому над пропастью. Он смотрел смерти в глаза, но выбрал жить. Не жаловаться. Не бояться. Он улыбается не потому, что все хорошо, а потому, что он сильнее своей боли. Его жизнь – это история мужества, рассказанная глазами героя. Пусть сосуд его разума останется крепким, а каждый новый день будет даром, а не страхом. И пусть надежда живет даже там, где тень не отступает. 2 место Ким Джи Йон, актриса 2005 года рождения. Ким Джи Йон родилась 27 июля 2005 года в Сеуле.
Несмотря на юный возраст, она уже успела проявить себя как невероятно талантливая актриса в таких проектах, как «Мистер Солнечный свет», «Этажом ниже» и «Воспоминания о юности». Ее искренность, естественность и глубокий взгляд позволили ей передавать эмоции, будто она проживает десятки жизней в одном кадре. Но за этой силой стояла хрупкая, страдающая душа. По неофициальной информации, Ким Джи Йон страдает от редкого и неизлечимого кожного заболевания, предположительно связанного с хроническим дерматитом или аутоиммунной реакцией кожи. Болезнь вызывает сильное раздражение, зуд, боли и требует постоянного медицинского ухода. Ее почти не видно на экране благодаря макияжу и свету, но за кадром это постоянная борьба с телесным дискомфортом, ограничениями и эмоциональным стрессом, особенно в подростковом возрасте. Она плакала не только в сценах, иногда после съемок. Ее кожа горела, а она продолжала улыбаться в кадре. Она не просила сочувствия, потому что хотела быть обычной. Но ее сила в том, что она особенная. Каждый ее образ – это не просто актерская игра. Это способ сказать «я сильнее своей боли». Пусть ее нежная кожа перестанет страдать, а душа всегда остается свободной и храброй. И пусть ее путь будет не только ярким, но и легким. Первое место Ким Moo Bin. Ким Moo Bin родился 16 июля 1989 года в Сеуле. Он начал свою карьеру как модель, но вскоре стал одним из самых узнаваемых и уважаемых актеров Кореи. Его работы в дорамах «Наследники», «Безрассудно влюбленные» и фильмах «Мастер» и «Другой уровень» показали невероятный талант, силу характера и харизму, которые притягивали миллионы. Но ни один сценарий не мог предсказать ту боль, которую ему пришлось пережить в реальной жизни. В мае 2017 года Киму Бину был поставлен диагноз «рак носоглотки». Это редкое и агрессивное заболевание, которое поражает область между носовой полостью и горлом. Болезнь требовала немедленного лечения, и актер ушел из проектов, чтобы пройти курс облучения и химиотерапии. На протяжении долгих месяцев он исчез из публичного пространства, и весь мир замер в ожидании. Болезнь не только физически истощала его, но и ставила под угрозу его голос, лицо и карьеру. Несмотря на все трудности, он вернулся. Не сломленный, а окрепший. Он знал, что может не вернуться. Он чувствовал, как жизнь уходит через каждую каплю пота в палате. Но он сжал зубы, закрыл глаза и продолжил бороться. Не ради славы, а ради жизни, ради семьи, ради себя. Когда он вышел к публике после лечения, весь зал встал. Потому что перед ними был не просто актер, а человек, победивший смерть. Пусть его здоровье будет нерушимым, а каждая роль вдохновением для тех, кто боится. И пусть его пример навсегда останется символом мужества и надежды.